Шо, мужчин, вот мы снова здесь. В очередной раз обсуждаем патч. Я хотел бы начать с Ярика. Что вообще думаешь, что первое бросилось тебе в глаза, как только вот увидел патч новый? Так, ну скажу сразу. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что патч маленький. Ожидал я, конечно, больше. Те изменения, которые я увидел, ну, они меня не особо впечатлили. Что еще бросилось в глаза? Ну, это, наверное, изменение длительности кулдауна БКБ. Вот. И то, что теперь, наконец-то, не могу вот этого хилить фласками. Что довольно хорошо облегчило мне жизнь. Да. А вот про фласки расскажи, Илья. Вот ты вот приходишь на линию, значит, ты вот раньше без тангусиков мог прийти, а сейчас ну, что-то не сделать так уже. Каково это играть на кэрри в текущем патче? Да, нормально, как видишь, все хорошо. Мы спокойно играем. Да что, фласки дешевые, покупаем, хилимся, живем. Все как завещали наши предки. Угу. Что вообще нужно сделать со штормом, чтобы он сейчас заиграл? Потому что блустон никакой, нулики порезали. Нужно поменять, чтобы на ульту меньше маны тратилось, тогда он вернется. Так там же от максимальной маны ульта. Надо поменять. Может, чтобы процент меньше был. А ты на нем сейчас играешь или нет? Нет. Ну, слабый слишком. Но если в идеальный пик может зайти, так я думаю, такси герой слабый. Можно я скажу? Ну, то, что небольшое свое мнение. Я думаю, шторм может заходить там где-то на ласт-пике. Или, короче, ты просто смотришь на героев, и ты понимаешь, ага, вот мне нужен герой, который там хорошо поставит мид и будет цеплять, например, врагов. Ну, шторм же отлично может с этим справляться. Ну, если там особенно у врагов еще и недостаточно контроля. Вот ты можешь взять шторма, который там просто мид постоит, и потом по игре будет выдавать вот этот нужный как раз зацеп, а у тебя как бы герои остальные всех других как бы и так убьют. Короче, если есть задача прыгнуть, стянуть героя и выйти, а команду его убьет, тогда шторм нормально. Что-то типа такого, да. Остальные там в бане, например. И я думаю, что он все равно может зайти. Да. А кого вот из мидеров сейчас больше всего рейтите, вот для Сани, например? Ты играл вот на паке. Ну, от пугна, мне кажется, через новые нолики и через фастдогон сильная. Короче, точно могу сказать, что Ликан мид имба это без сомнений. Да? Да. А кем можно закадрить Ликана мид? Ну, и вообще, мне кажется, Зевс. Он замедлит его, да, наверное? Там как раз 1.6 теперь замедляет очень сильно. Ликан нажимает ульт, типа, а он через клифф прыгает. Ликан бежит, он так за ним, а он опять уже прыгает. На самом деле это сильно. Ну, типа, мне кажется, Зевс против Ликана реально сильный. Потому что просто на клифф прыгаешь, а волк у ворот. И закидываешь его, как бог. Ладно, в общем, пикайте все героев со слоу против Ликана, точно выиграете. Вы в своих матчах на DPC, которые сейчас играли, всегда Марсиус был ферстбаннер. Я так понимаю, вы супер сильно рейтили этого героя. Да. И вообще смотрели, как другие команды с ней играют, на какой позиции, может, сами хотели бы использовать? Герой сильный, я думаю. На любой позиции? Или на саппортик 4-5? На керри точно сильный. Думаю, на сапах сильный. На керри тоже может быть работать. Сегодня еще в оффлейне, там где-то в Азии я смотрел, кто-то играл. С армлетом? Или нет? Там, мне кажется, на керри надо с армлетом играть, а на флейне фейзы, БКБ, типа раш просто. Как на Баланаре том же. Еще в патче просто было такое изменение, что статик шторм увеличили на секунду, там что-то вакуум подапали. Стоит ли ждать какой-то там комбинационный дот или также там сильные линии будут и поехали? Ну, Дизраптор в целом неплохой герой. Есть у него точно, опять же, потенциал, но вот эта вот его первая способность, но она так бесит на самом деле. Она, как по мне, она слишком мало дамажит, слишком много стоит, слишком мало от нее просто эффектов. Так вы же сами его пикнули, вот, когда Илюха играл на Monkey King. Ну, Ты же просто глимсуешь, закрываешь Илюху, там просто по голове он бьет. выполняет свои задачи за счет глимса, за счет третьего спала, за счет ультимейта, как бы. Но раньше его еще сила была за счет первого спала, типа, Да, он нормально линии. так на линии дамажил. Сейчас просто это реально ощутимо меньше стало. Вы все представители разных позиций. Скажите свои сборки на пуджа, чтобы не выигрывать на разных позициях. Фейзы, Аганим, БКБ, Даггер. Ахут. Я не умру от аганима своего. Нет. Худ Там это, ну, можно покупать, но можно, ситуации, можно по по ситуации. ситуации. Это, ну, я не буду усложнять, я просто скажу вот самый действенный билд, там где не надо думать. Фейзы, Аганим, БКБ, Даггер, Шива. Так, Ярик, вот я, значит, на жетончиках такой.
Такой, оп, ну что мне пикать на пятую позицию, конечно же, пудж. Какая сборка у меня должна быть на пятой позиции, чтобы выиграть на пудже? Какая, Ярик? Значит, смотри, рассказываю самую жесткую стратегию вообще, Так. которую я придумал. Винлейс, фласк, Тританга, Кларити, Сентри, Смок. Фласка уже не нужна. Нужна, Нет, да, зачем? тебе. Зачем? Ну ладно, фласка реально под вопросом, потому что раньше я хилил кэрри, но это старый зак такой у меня был. Мгм. Значит, что ты делаешь? Игра стартанула, инста жмешь смог, и всем говоришь, бегите мид, бегите мид, бегите мид. А, и вард еще сам покупаешь. Бежишь Так. в мид, ну, он же бесплатный, вот. Бежишь, ставишь вард на вражеское ХГ, там не вард зарейн, задаешь, и стоишь в смоке ждешь. Мгм. Оп, промелькнул герой, хукаешь им, убиваете пятером, все, ФБ ваше. Илюх, по поводу БКБ хотелось бы твой комментарий, потому что кулдаун подняли. Насколько вообще это стало балансно по отношению к тому, что было? Потому что у тебя там в каком-то ключевом файте может быть просто БКБ в кулдауне, и тебя там сотрут за пару скиллов. Да, БКБ на самом деле противоречивая шмотка. Она мертвая и одновременно это самая сильная шмотка в доте. Просто надо понимать, когда ее надо покупать, чтобы выиграть драку, забрать Рошана, снести базу. Вы между друг другом тоже можете это обсуждать, если что, не Да? обязательно со мной. Да. Спасибо. Пожалуйста, Ярослав. Добрый день. Давайте такой вопросик. Мы говорили с Сайлентом. Он сказал, что Зевс четверка имба нереально, но вы пикнули его в мид, Саня. Ты хочешь ответить, что? Что, да, Зевс имба на четверку. Я не Согласны? согласен. Почему? Вот приходишь ты на здесь 4, да? А у тебя стана нету. А у тебя флэнер говорит, где твой стан? Ты говоришь, у меня нету. Слабенький он, слабенький все-таки. Окей. Наверное, лучше уж если его и пикать, то типа, ну, у него должны быть там шмотки, что-то такое. Вот тройка. Недавно играли против Зевса тройки. Да, было дело, кстати. Норм был. Там реально тяжело. Типа он стоит с какой-то милишной четверкой там и... Но Беспамятно. выводы были сделаны. По вреспакту хотелось бы также уточнить. Что вообще думаете по изменению этой шмотки? Также она юзабельная или Valve порезали настолько, что... Также юзабельная, и Valve ее сильно порезали. Но На она самом также деле- сильная. Она не сильная по сравнению со своей прошлой версией, но она такая же сильная на фоне остальных шмоток. Но вот мага, играя на бесте, ну, понятно, что он собрал второй домик, но есть ли ситуации, в которых он вместо домика собрал бы, допустим, вреспакт? Да, есть. Думаю, нет. Нет. Ну, у нас был один спор по поводу Баланара, вот, что можно собирать в респакт, но потом мы пришли к тому, что можно собирать также второй домик и просто нажимать на него рор, оказывается. Топ-3 героя от вас в этом патче на каждую позицию. В паблик, конечно, не, но просто саму. Я могу сказать, Свен, Морф, пускай будет антимаг в некоторых ситуациях, потому что все пики магические сейчас, а он антимаг, Точно. ну, то есть против магии. Так, Ярик, давай ты следующий. Я Голоса. не знаю на самом деле. Ну, давайте первое, что в голову просто пришло. Пусть будет, в общем, Инчан. Это секретный герой. Даза. Ага. И Джакира. Ага. Да. Сейчас же все-таки вместе Ликан. Там, ну, вы поняли, да, вот это вот призывающая всякую еще шелуху герой. Вот. И поэтому Шушеру. Джакира и Энчан сильный. А Дазл тоже сильный. Вы видели, у него вообще шар тебе на 2 секунды хекс дает. Да, Дмит, какие герои? Аликан, Пудж, Эмбер. Спасибо, ребят, всем вам за просмотр. Ставьте лайки, там, подписывайтесь, колокольчики, все дела. В общем, болейте за нас, болейте за Team Spirit.